Здравствуйте, дорогие мои! В двух предыдущих уроках я вам показывала, как сделать вот такой цветок, как сделать вот такой завиток, как из этих двух элементов собрать вот такую вот заготовочку. Так как пространство очень большое, значит, его нужно заполнить какой-то сеткой, чем-то зашить. И вот смотрите, я решила придумать вот такую вот зашивку. Этот шов используют в румынском кружеве. В журналах он обычно называется русский шов. И вот здесь вот по центру сделан петельный шов. Шов достаточно простой. И сейчас именно в этом уроке я вам покажу, как сделать вот этот вот шов. Будем работать с планшетом. Для того, чтобы закрепить заготовку, поверните ее изнаночной стороной к себе, вниз лицом. Каждый сантиметр вот вкалывайте булавки буквально. Вот я фиксирую каждый лепесток. Выкладывайте в шнур такой формы, как вам нравится. Можете сделать его более круглым, можете более продолговатым. Но вот мне как-то удобно и красиво вот такую вот форму придать. Вот для того, чтобы отшить вот эти вот два участка, мне понадобится нитка длиной 2,5 метра. Это я уже экспериментально для себя вычислила. Смотрите, узлов мы никаких не делаем. Нитку нужно пропустить внутри шнура. Вот очень аккуратно, чтобы ее не видно было с лицевой стороны. Пропустите нитку внутри шнура. Аккуратно. И смотрите, для того, чтобы нитка не выдергивалась, кто-то пропускает нитку туда-обратно, а я просто как будто назад иголку делаю. И вот прокладываю нитку, закрепляю к началу работы. Вот, к началу работы. Вот это и будет уже начало работы. Теперь нужно смотреть очень внимательно. Смотрите, вот здесь вот идет ряд петель шнура гусенички. Вот найдите вот эту вот петлю шнура гусенички и протяните в нее нить. Так. Теперь сделаем первый стежок, который будет с противоположной стороны. Цветок, да, вот, подцепите с изнаночной стороны пару ниток, сделайте стежок. Вот. У вас получается просто ниточка. Чтобы сделать следующий стежок, ниточку вот сюда переместите, иголку заводите под нитку и, пропустив один стежок вот здесь, в следующий вводите иголку и протягивайте нитку. Смотрите, у вас вот здесь нитки как будто перекрестились. Видите, вот они как будто здесь перекрестились. Следующий стежок. Следующий стежок точно так же делаете. За вот только что проложенной ниткой вводите иглу. Здесь я буду делать стежки в каждую вторую петлю. А здесь на глаз так, чтобы они равномерно красиво распределялись. Смотрите, второй стежок точно так же сделали. И здесь нитки тоже как будто вот перекрестились. Да? Следующий стежок. Иголку точно так же вводите под только что сделанный стежок. И одновременно через одну под петлю. Каждый стежок делаете за только что сделанным стежком. Да? Ну, то есть, видите, и получается у вас как бы с каждой стороны нитки как будто перекрещиваются. Точно так же этот стежок. Видно, что нитки перекрещиваются, да? И вот с этой стороны.
Вот смотрите, здесь через одну стежок пропустили, а здесь выкладывайте так, чтобы у вас равномерно лучиками расходились ваши стежки. Теперь нужно будет сделать вот этот вот средний шов. Вот он выглядит как с лицевой стороны. Вот этот вот посередине петельный шов нужно. Он тоже очень легко выполняется. Смотрите. Вам нужно просто освоить принцип. Вот смотрите, сейчас нитка находится у вас с правой стороны, а с левой стороны вы видите вот этот вот крестик, которым перекрестили, когда делали стежок. Возьмите нитку вот так вот, положите и проведите иглу под вот этот вот крестик, под вот эти вот две ниточки перекрещенные. И у вас как будто вот должна получиться вот такая вот петля. Вот смотрите, вот так вот затягивается петля. Теперь смотрите с другой стороны. Сейчас нам нужно будет обвить петлей вот эту вот пару ниток с правой стороны. Размещайте нитку вот так, протягивайте, вводите иголку под две нитки и вот эту вот ниточку под иглу. И у вас получается, смотрите, вот затягивается вторая петля. Петли затягивайте очень аккуратно и старайтесь их размещать ближе к центру. Ну, мне так красиво. Теперь опять следующая петля будет у нас слева. Под вот эту вот следующую пару ниток, вот перекрещенную, вводите иголку, нитку под иголку с левой стороны и протягиваем и затягиваем аккуратно петлю. Вот смотрите, получается, затягивается петля. Теперь с правой стороны нитку размещаете с правой стороны, стежок будем делать с правой стороны. С правой стороны подводите иголку под две нитки, а нитку рабочую под иголку и затягиваете узелок. Аккуратно. Натяжение регулируете мягко, для того, чтобы у вас и не перетянуто было, и не слабо. И вот так вот продолжаете, таким образом продолжаете делать петельки то с одной, то с другой стороны.
с левой стороны, с правой стороны. Получается, как бы вы делаете петельные стежки, как будто зеркальные. То левый стежок, вот левый сделали, точно так же зеркально делаете правый стежок. Для меня это совсем не сложный прием, с помощью которого мы с вами можем заполнить вот такое вот большое пространство. Вот я как бы себе подумала, а почему бы не использовать стык техник? Ну, кто сказал, что швы румынского кружева можно применять только в румынском кружеве? Давайте их попробуем применить в ирландском кружеве. Вообще, какая разница? Нравится сшивать так, сшивайте так. Хотите придумать какие-то другие свои стежки? Придумайте другие стежки. Вот смотрите, легко и просто, и очень быстро, и ажурненько заполняется у нас с вами пространство между цветком и шнурочком. Вот, смотрите, все, красота. Еще 2 стежка. И половина элемента готова. В этом самом узком месте у нас нитка возвращается под шнур. Вот нитку возвращаете под шнур. И теперь у вас уже готова вот эта вот часть, да. Точно так же протягиваете, если вы заправили такую же длинную нить, как я, по 2,5 метра, просто проводите эту нитку под петлями готовых элементов с изнаночной стороны аккуратненько и выводите эту нить к началу работы над следующим участком. И точно так же начинаете делать стежки. Вот определяете начало работы. Первый стежок — это просто стежок. Каждый следующий стежок вы уже делаете, заводя иголку как будто сзади готового стежка. И точно так же, как и с той стороны, продолжаете делать стежки и отшиваете вторую часть элемента. И все-таки еще раз скажу, да, используйте клеенку, вот чтобы не цеплять за планшет иголкой. Планшет лучше застелить клеенкой. Вот смотрите, самое последнее такое вот место трудное, где вот трудно как-то красиво попасть. Вот все, попали, закрепили. И дальше возвращаете нитку просто под элементы. Вот, протянули ее под элементы и под шнуром, в конце работы под шнуром нитку нужно пропустить на несколько сантиметров. Это и будет закрепка, то есть не нужно делать никаких узелков. Теперь нитку можно просто обрезать. Все. Вот элемент у вас готов. Теперь нужно просто убрать булавки. Все, булавки убраны. И смотрите, теперь вы можете посмотреть лицевую сторону. Немножечко пришили. Вот видите, в чем проблема. Я сейчас, получается, немножко испорчу свой планшет, потому что я зацепила за ткань планшета. Из этого на планшете могут образоваться дырочки. Поэтому лучше, конечно, клеенкой застелить планшет. Ну вот, с лицевой стороны получилась вот такая вот красивая деталь.
Вот посмотрите, сколько их у меня уже получилось. Надеюсь, вам понравилась моя идея с зашивочкой. Желаю вам творческих успехов. До свидания.